Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад сегодняшний на следующую неделю. Это неделя с 11 по 17 мая. Давайте посмотрим, что ожидает наших львов на следующей неделе. Какие вам карты сегодня выпадут. Что же интересного произойдет у львов в этот отрезок времени. Я напоминаю вам, вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить свой лайк, свое сообщение под этим видео. Буду очень вам признательна за такую обратную связь. Пишите, подписывайтесь. Всегда очень рада новым подписчикам. Итак, расклад с понедельника по воскресенье. На каждый день недели мы достаем по одной карте. Соответственно, сначала из основной, а затем из дополнительной колоды. Посмотрим, что же у нас получится, в каких сочетаниях эти карты у вас выпадут. Итак, нас интересуют львы. Неделя с 11 по 17. Понедельник. Вторник. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас есть четверка кубков, которая есть в понедельник. Да, эта карта, да, в принципе, может говорить либо про какое-то состояние уныния в понедельник. Возможно, по королеве мечей здесь какая-то обида на человека воздушного знака зодиака. Это весы-близнецы или водолеи, возможно, либо какой-то неприятный разговор, который может произойти по королеве мечей, где кто-то проявляет сарказм в отношении вас, допустим, и это может вас немножечко ранить, задевать. И также здесь может быть и какая-то, как по королеве мечей, так как королева мечей больше за карьеру отвечает, за реализацию амбиций. Возможно, по королеве мечей вам дается хорошая возможность какая-то, но вы можете ее пропустить и не реализовать в чем-то свои амбиции, свои возможности карьерные, потому что, как будто не замечаете это предложение или не уверены в том, что у вас получится. Вот поэтому здесь эта королева мечей и есть, она требует от вас решительности в ваших действиях и способности принимать решения, да, быстро, незамедлительно и действовать смело, потому что меч, он предполагает, что идея, которая здесь возникает, она сразу же тянет за собой действие. То есть вы должны сразу же действовать здесь. А вместе с четверкой кубков как будто бы вы не торопитесь действовать, то есть как будто бы не спешите это делать. Карта пятерка кубков, карта здесь называется утрата удовольствия. Возможно, вы чем-то разочарованы или расстроены чем-то, что не получилось в прошлом, и сейчас вы не знаете, собственно, как перестать об этой неудаче думать. То есть есть хорошие возможности за вашей спиной, но вы их не замечаете и, возможно, зациклены на какой-то неудаче, думаете печально о том, что что-то не сложилось или какой-то провал произошел там в ваших планах, и, соответственно, вас там может расстроить в этот день. И по пятерке кубков, как будто мысли ваши поглощены вот этим вот событием, этим состоянием. Но тут же карта Солнца, карта вашего знака, карта Льва тоже выпадает. Она показывает, что в принципе-то по Солнцу есть ощущение, что дальше ситуация улучшается каким-то образом, проясняется, что вы уходите от этого разочарования, потому что по Солнцу приходит какая-то радость, счастье, может быть, ближе к второй половине дня уже, соответственно, и проясняется вопрос. Может быть, вы находите какое-то решение оптимальное или перемирие с кем-то происходит. То есть карта дальше хорошая вместе с девяткой пентаклей, которая говорится здесь как материальная выгода. Вы можете чувствовать себя удачливым, благополучным, успешным, и с материальной точки зрения в среду испытывать вот это вот ощущение какого-то превосходства своего, да? Ощущение, что вот вы успешно что-то сделали, завершили успешно какую-то работу или получили какое-то вознаграждение здесь, можете себя побаловать здесь за этот результат, соответственно, каким-то образом, может быть, что-то себе купить, что может
может вас порадовать. И по королеве кубков, которая здесь выступает за эмоции, за чувства, вы в целом можете испытывать много радости от этого успеха. И здесь, ну, да, ощущение, что вы любите себя, любимы, что вы окружаете себя всем лучшим, что только может быть. И вокруг вас много заботы, внимания, любви. И по королеве кубков может быть общение с водным знаком. Это раки, рыбы или скорпионы. Но карта очень хорошая. Дальше идет девятка кубков. Карта материальное счастье здесь называется. И хоть она показывает кубки, а кубки — это чувства и эмоции, но очень часто и в других колодах она изображает еще и материальную составляющую, да, и здесь она тоже о материальном счастье, то есть как будто вы себе можете что-то позволить благодаря ресурсам, благодаря либо финансам, вот, да, то есть каким-то осязаемым вещам, соответственно. И по девятке кубков это карта достатка, ощущение успеха, которое есть у вас, может быть, в ваших делах здесь, может быть, вы что-то здесь отмечаете. По карте маг здесь ощущение тоже, что вы очень активные, будете энергичные здесь и добиваетесь успеха благодаря вашей активности. И какие-то можете позволять себе вещи как раз благодаря, опять-таки, по карте магу, благодаря вдохновению, желанию здесь что-то такое вот сотворить, сделать, что вас порадует и порадует других людей. Но дальше идет следующая карта, у вас карта восьмерка мечей, и она о неуверенности в своих возможностях, о том, что вы можете быть не уверены в своих действиях, в своих словах. Вот в пятницу, может быть, что-то вас тоже расстраивает, кто-то вам говорит какие-то вещи, которые вселяют в вас неуверенность. И с пятеркой жезлов это вызывает внутреннюю борьбу или какой-то спор, разногласия с окружающими людьми, когда вы здесь можете вступать в такую конфронтацию, борьбу с ними. И здесь может быть, да, какая-то напряженная ситуация, либо неуверенность, что справлюсь ли я с этой работой там на работе, или смогу ли я завершить это к концу рабочей недели. Вот, да, преодолеть какое-то препятствие или испытание. Здесь возникают у вас по этому поводу сомнения. Или какое-то ожидание неудачи, как будто бы появляется, что вдруг что-то пойдет не так. Но при этом дальше рыцарь Пентаклей в субботу показывает, что вы запланированные события и действия, скорее всего, выполняете в субботу. И несмотря на вот эту пятерку мечей, вы пытаетесь любой ценой прийти к победе, любой ценой получить желаемое, любой ценой по пятерке мечей справиться с каким-то вопросом, чтобы не потерпеть неудачу или поражение. То есть вы настойчивы, вы очень целенаправленно в чем-то действуете. И по рыцарю Пентаклей верите в свою удачу, верите, что в любом случае не проиграете и получите то, что вы хотите, просто проявляя большую терпеливость, выносливость, потому что и семерка Пентаклей дальше тоже об этом, что если вы будете терпеливы, спокойны, если вы не будете форсировать события, то вы получите то по карте звезда, что вы планировали, чего вы хотели, на что надеялись. То есть что-то по карте звезда, на что вы рассчитываете, да, что вы хотите воплотить в жизни, что вас вдохновляет, если вы не будете торопиться и будете дальше прикладывать усилия. Может быть, вы здесь оцениваете уже свои вложенные усилия, думаете, сколько еще нужно будет вложить, или сколько еще нужно будет скопить денег, или сколько еще работы какой-то выполнить, чтобы прийти к этому результату. Но вы в любом случае не готовы терпеть поражение, вы готовы любой ценой получить этот результат, даже если нужно будет потратить дополнительное время. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!